Насколько удачны в концептуальном отношении современные жидкостные ракетные двигатели? Нет ли скрытых недоработок, неучтенных, начиная еще с XIX века? В настоящем видео я собираюсь вам показать, что этот вариант двигателя, опубликованный еще в 1903 году, концептуально ближе к совершенству, чем любой из этих. Считаете, что это невозможно? Давайте проверим. Начиная с Роберта Гаддарда, сумевшим в 1928 году первым запустить ракету на жидком топливе, базовое концептуальное исполнение жидкостных ракет не менялось. Концептуальная схема всех жидкостных ракетных двигателей довольно проста. Все ЖРД неизменно содержат камеру сгорания, горловину с критическим сечением, сопло. Для всего этого давно выведены оптимальные расчетные значения и формулы, как то определение параметров топлива, тепловой расчет камеры, массовый расход, геометрические параметры и так далее. Массив всевозможных зависимостей и методов расчета весьма и весьма обширен. И ключевым параметром всех расчетов обычно считается достижение максимального удельного импульса. Достижение максимального удельного импульса предполагает максимальное сгорание топлива в камере сгорания, что как бы естественно. Однако, если предположить смещение экзотермической реакции от камеры сгорания к горловине сопла и самому сопло, то весь массив оптимальных расчетов рассыпается. Но кому и для чего это нужно? Сейчас я вам покажу. Давайте пока абстрагируемся от проблем скорости сгорания, смесеобразования и охлаждения. Смоделируем наш нелепый каприз при помощи компьютера. Для сравнения создадим сначала типовую модель обычного ракетного двигателя. Жестко зададим поступление объема топливных компонентов и их энерговыделение. При стандартном 100% сгорании топливных компонентов в камере сгорания мы получаем стандартные типовые характеристики давления, температуры, скорости. В реальных условиях значительная часть топлива, однако, расходуется на завесное охлаждение. Но пока мы этот факт опустим. Теперь же мы берем то же самое сопло с тем же объемом топлива, с тем же самым составом и с тем же самым суммарным энерговыделением. Но смоделируем ситуацию двухфазного сгорания, при котором 50% всего объема энергии от сгорания сначала выделится в камере сгорания, остальные же 50% будут выделены в первой четверти сопла. Как я уже сказал, мы пока абстрагируемся от скорости сгорания. Итак, что же мы получаем? Скорость истечения из сопла, давление, динамическое давление, акустическое давление, скорость маха, температура. Хочу особо обратить внимание, что исходное давление у нас предсказуемо упало. Предсказуемо упала и скорость истечения, соответственно и удельный импульс. Однако, падение скорости и удельного импульса не настолько велико, учитывая тот факт, что добрая половина экзотермической реакции произошла при давлении еще меньшем, чем упавшее исходное. Как интерпретировать полученный результат? Давайте еще раз взглянем на распределение давления. Хотя исходное давление меньше, за счет распределенного сгорания в расширяющемся раструбе сопла давление сохраняется в большем объеме и на большем отрезке пути. В сопле с распределенным сгоранием, назовем его так, начиная с критического сечения и до вылета из сопла давление выше. Что касается температуры, то перераспределение тепловыделения в горловине сопла сочетается с одновременным расширением и ускорением. В обычном ЖРД весь экзотермический процесс сосредоточен в камере сгорания, там же, где и максимальное давление. В двигателе с распределенным сгоранием тепловыделение, соответственно, распределяется. Мы, конечно же, понимаем, что давление и удельный импульс вещи взаимосвязаны. Соответственно, в нашей усложненной модели при исходном равном давлении мы, по идее, можем получить импульс побольше. Что ж, давайте для этого оптимизируем геометрию. Предварительно объем камеры сгорания явно избыточен, его мы сокращаем. А чтобы повысить давление и скорость, горловину сопла немного сузим. Особо подчеркну, мы меняем только геометрию, объемы топлива и параметры энерговыделения остаются неизменными. Сделав эти нехитрые коррективы, мы получаем при исходном давлении повышенную скорость на выходе и больший импульс при сохранении, однако, щадящего температурного режима. Хотя удельный импульс оказался все равно ниже, но, как мы видим, разрыв в полученных значениях сокращается. Для тех, кто еще не догадался, к чему я клоню, внимательно рассмотрим базовую взаимосвязь удельного импульса от давления. С момента полета Гагарина в космос на ракетном двигателе РД-107 титаническими инженерными усилиями удалось поднять удельный импульс на 17%.
При этом давление в камере сгорания пришлось поднять более чем в 4 раза, с 60 до весьма немалых 250 атмосфер. Обратите также внимание, что если поднять давление с 50 атмосфер до 100, разница будет существенна. Однако, если в классическом двигателе мы поднимем давление с 250 до 300 атмосфер, на те же 50 атмосфер, к слову, радикального изменения удельного импульса уже не произойдет. Но это все, как говорится, только присказка. Сказка впереди. Посмотрите на температурный режим. С 50-х годов ни в одном адекватно эффективном жидкостном ракетном двигателе пиковая температура в камере сгорания не могла быть ниже 3000 градусов Цельсия. Для охлаждения двигателя применяются комплексные комбинированные подходы из наружного проточного и внутреннего завесного охлаждения. Завесное охлаждение должно обеспечивать снижение температурного воздействия у стенок до приемлемых пределов. Это что-то около 2200 градусов. При этом на завесное охлаждение расходуется от 2 до 8% всего объема поступающего топлива. То есть в классическом двигателе от 2 до 8% топлива просто сгорают в атмосфере, что мы и видим на практике. Сгоревшее топливо, испускаемое из сопла, прозрачно, и при температуре, с которой оно вылетает, оно совершенно не испускает света в видимом диапазоне. Весь столб огня, который вы наблюдаете за ракетой, это просто сгорание топлива в атмосфере. Все это сгорающее завесное топливо, естественно, ракету вверх не толкает. В двигателе с распределенным сгоранием мы наблюдаем гораздо более щадящий температурный режим. Температура в нашем примере едва достигает 2300 градусов, как раз попадая в пределы допустимой границы температурного воздействия. Это значит, что мы можем либо вообще отказаться от завесного охлаждения, либо применять его в значительно меньшем объеме, сократив внешнее охлаждение. Не потратив завесное топливо даже при исходном давлении в 50-60 атмосфер и даже с учетом меньшей эффективности при таком низком давлении, мы получаем полноценный паритет в удельном импульсе, то есть уже во времена Гагарина двигатель с распределенным сгоранием имел бы сходный удельный импульс. Естественно, при повышении давления и сокращении разрыва в эффективности удельный импульс двигателя с распределенным сгоранием получается уже выше. Но и это еще не все. Оптимизируя нашу геометрию и выравнивая давление, мы пошли путем сокращения камеры сгорания и сужения горловины. Но ведь можно просто увеличить расходонапряженность и просто подать в камеру сгорания больший объем топлива. Давайте в исходном варианте двигателя с распределенным сгоранием к уже удвоенному значению мы подадим дополнительные 20% топлива и расширим раструб. На экране вы видите результат. Исходное давление у нас почти одинаковое. Для наглядности мы оставили равным исходный объем камеры сгорания. У нас совсем незначительно расходятся значения полученных скоростей потока и, соответственно, удельного импульса. Хотя, как мы уже выяснили, в реальных условиях за счет завесного охлаждения наш условный классический двигатель в импульсе все-таки значительно потеряет. Ну да ладно, пока не учтем и дадим фору. Но двигатель с распределенным сгоранием на 20% прибавил в тяге. Что важнее, высокий импульс или высокая тяга? Оба параметра обычно тесно взаимосвязаны, и оба параметра важны. Однако, если уж возникла альтернатива, то в открытом космосе важнее скорее высокий импульс, а вот на первой ступени ракеты у Земли скорее тяга. Итак, подведем итоги нашего сравнения. Удельный импульс. Я провел испытания различных геометрических моделей с сотнями итераций и могу сказать, что при невысоком давлении, без учета завесного охлаждения и без учета диссоциации и некоторых других вещей, условный расчет показывает больше удельный импульс у классики. Однако, с учетом вышеозначенных факторов, классический ЖРД реально оказывается эффективнее лишь при исходных давлениях ниже 50 атмосфер. Так что с известными оговорками примем удельный импульс примерно равным. Сложность расчета. Да, у нас значительно усложняется модель сгорания, которую и так еще до конца никто не рассчитал, так что параметров расчета сгорания становится больше. Сложность изготовления и монтажа. С одной стороны, ужесточаются требования к форсункам, но это ужесточение не касается всей системы подачи топлива в целом.
Появляется также проблема с масштабированием двигательной установки, но в остальном к системе охлаждения и прочим конструктивным элементам требования снижаются, так что изготовить такой двигатель скорее легче. Есть еще ряд моментов, которые в этом видео я не рассматриваю, так что оставим вопрос пока открытым. Тяга. Мы с легкостью продемонстрировали 20% прирост тяги. В зависимости от степени распределенности сгорания и других вещей, которые в данном видео я также пока не рассматриваю, тяга может быть или немного больше, или намного больше, но двигатель с распределенным сгоранием так или иначе оказывается тяговитее в равных условиях. Теплонапряженность. Никаких сомнений, у двигателя с распределенным сгоранием здесь подавляющее преимущество. Надежность. Значительно менее теплонапряженный и более простой двигатель без дополнительного конструктива в виде сложных теплообменных каналов, естественно, является более надежным. Таким образом, по совокупности факторов двигатель с распределенным сгоранием оказывается гораздо более предпочтительным. Может возникнуть вопрос, а с чего это, собственно, я решил, что Циолковский в своем двигателе предполагал именно распределенное сгорание? Дело в том, что есть одна проблема, которая на первый взгляд может показаться даже непреодолимым препятствием. И совсем не случайно мной была сделана оговорка о том, что мы абстрагировались от скорости сгорания топлива, хотя этот момент, конечно, заслуживает особого внимания. Дело в том, что конкретно в нашем примере скорость сгорания топлива в горловине должна превышать исходную как минимум в 30 раз, а с учетом пониженной температуры и того больше. Решается эта проблема тремя путями. Во-первых, фрагментацией топливных компонентов. Во-вторых, выбором топливной пары. Чем быстрее топливо будет сгорать, тем, естественно, лучше. В-третьих, удлинением горловины сопла и, соответственно, расширением зоны сгорания в расширяющемся раструбе. Циолковский одним из первых предложил кислородно-водородную пару. В последующих вариантах он допускал использование углеводородов и при этом всегда предлагал длинный раструб. Так что вывод о том, что он предполагал именно распределенное сгорание, напрашивается сам собой. Считаю ли я, что принцип распределенного сгорания действительно применим на практике? Ну, на самом деле не важно, что я считаю или не считаю, поскольку этот принцип уже давно применяется на практике, хотя и в очень урезанном виде. Любое завесное охлаждение, либо пристеночный обогащенный топливом слой, частично все же успевает сгорать до вылета из сопла. Особенно эффективно топливные завесы сгорают именно в водородно-кислородных двигателях. Вы, может быть, удивитесь, но в некоторых водородных двигателях использовалось назавесное охлаждение аж до 25% топлива. Да-да, вы не ослышались, до четверти всего топлива. При этом водородные двигатели всегда отличались довольно хорошими показателями тяги и удельного импульса. Но не только лишь благодаря легковесности водорода, но и потому, что водород довольно быстро сгорает, и почти вся экзотермическая реакция успевает произойти до вылета топливных компонентов из сопла. Но водородное топливо ведь весьма специфично, не так ли? Тогда уточняем вопрос. А применимо ли распределенное сгорание для чего-то более приземленного и практичного, скажем, для метана или керосина? И хотя успешных вариантов применения я вам показать не смогу, здесь мой ответ также будет утвердительным. Да, углеводороды горят медленнее чистого водорода, но не в 20-30 раз, а всего лишь 2-2,5 раза. Да, показатель похуже, но не настолько, чтобы отказываться от применения. Так что в концептуальном смысле и для углеводородов все выглядит вполне приемлемо. Почему же не использовали для углеводородов ни одного двигателя с распределенностью сгорания хотя бы процентов на 30? Ведь выгода очевидна. Возможно, я посвящу этому вопросу отдельный выпуск. А теперь заключительный вопрос. Применял бы лично я двигатель Циолковского, используя углеводороды? Лично я нет. Но не потому, что это менее эффективное решение, а потому что есть решение еще более интересное. Если быть точным, есть логичное развитие того концепта, который я вам расписал. Но об этом я вам расскажу в следующий раз. Как вы, думаю, понимаете, тема довольно объемная. И я не рассказал вам даже половины из того, что собирался. В следующих выпусках я обязуюсь рассказать все подробнее. Ну, а вы подписывайтесь, поддержите лайком. Всем пока.